Сегодня мы познакомимся с первым в мире нативным трекером для приставок Famicom NES Dendy. NTRQ — это трекер для NES, созданный Нилом Болдуином и получивший приз за лучшее программное обеспечение на True Chip Till Death Awards в 2010 году. NTRQ входит в состав NES Audio Tools, включающий в себя множество интересных ромов для создания музыки со звуком NES. От себя добавлю, что Нил внес огромный вклад в развитие и становление чиптюн музыки. Кидаем ром на флеш-картридж или запускаем софт на эмуляторе и... Погнали! Для начала разберемся, что у нас на экране. Song Info, в котором есть тайминг, наш трек, их может быть несколько, скорость, количество и длина паттернов. Зажимая B-Select вверх, мы попадаем в более тонкую настройку инструментов, об этом чуть позже. А зажимая Select B влево, мы попадаем в настройки трекера. Сразу рекомендую включить альтернативный ввод нот, тогда он будет схож на LSDJ. Вправо, вверх, октава и высота тона. И можно себе бонусом поставить отображение BPM прямо на дисплей. Дальше есть возможность синхронизации, но, к сожалению, хороший Famicom замоденный мы спалили, поэтому у меня лютейший китайский клон. После Song Info у нас есть окно нашей аранжировки, где мы управляем паттернами, копируем их, вставляем. BA вниз добавляем и ставим значение наших паттернов, B вверх удаляем. Таблица скорости, которая взаимосвязана со скоростью в Song Info. Редактор паттернов, где мы вводим ноты. А добавить, Б удалить. Ниже у нас есть таблица инструментов, таблица высоты тона, питча и таблица duty. Вся навигация и перемещение происходит зажатой клавишей Select вправо, вверх, вниз, и мы можем перемещаться по областям. Приступим к созданию композиции. По дорожкам у нас есть 5 дорожек, 2 квадрата, 2 пульса, треугольник, нойз-канал, шум и сэмплы. Трекер умеет в сэмплы. В архиве есть утилита, которая позволит качественно преобразовать WAV или MP3 в сэмплы, если будете этим пользоваться. Итак, поехали в окно нашей аранжировки, и для начала все пустые фразы будут у нас ноликами, по аналогии с LSDJ. Что нужно добавить? Если мы поставим ноту в одну строку, то она будет везде. Поэтому нули у нас пускай будут пустыми. И первый пульс будет 1, 2, дальше 3, 4. И будем делать какую-то иерархию, иначе мы запутаемся. Важный момент, что длина нашей петли, так скажем, она будет в половину квадрата. То есть, грубо говоря, у нас 2 такта на 32 тика, с которыми мы работаем в одной строке. Достаточно просто, может быть непривычно, но на Polyend трекере или в Renoise, возможно, некоторые так и пишут. По каналам первые 2 черточки — это наша нота, высота тона, октава, вторая — это инструмент. Находясь в различных областях, зажимая кнопку, у нас появляется строка подсказок. 21 инструмент, дальше эффекты, слайды, pitch, таблица, громкость, громкость ноты, таблица duty, скорость таблицы и delay. Для начала рекомендую прописывать ритм-секцию, бас-линию и нашу мелодию, аранжировку, а только после этого настраивать инструменты. Здесь мы пойдем с другого пути. Мы сначала пропишем ноты, мелодию, аккомпанемент, мелодию, дальше ритм-секцию, и потом будем уже ковырять звук. Надеюсь, будет чуть проще. С прописанием нот никаких проблем быть не должно, все схоже в LSDJ. Единственное, учитывайте, что частенько трекер скидывает октаву. Если вы 2 раза нажмете А повторно, то в какой-то момент, не постоянно, он вам или высоту ноты, или октаву поменяет, поэтому следите за этим. Поехали.
Прописали первые ноты, поставим нулевой канал. И позже в инструментах, в питче и в таблицах будем его настраивать. На данный момент послушаем. Прослушивание. Старт. Обычное прослушивание, оно будет зацикливать всю вашу композицию. B-старт. Прослушивание сначала, где у вас находится метка. Select старт. Прослушивание, чтобы поставить метку. Поэтому сначала Select старт, потом B-старт. Слышим, что быстро. Давайте speed в таблице поменяем. Послушаем еще раз. Круто. Копируем. Теперь 11-й. Поехали прописывать дальше. Смотрите, мы не будем указывать инструмент, значение инструмента для каждой ноты, поскольку оно у нас не меняется и изначально будет играть то, что указано. Если мы после нуля поставим единичку, двоечку, то они будут играть, пока не появится другой параметр. Поэтому у нас везде нули, пока все по-простому. Прописали квадрат, слушаем. Окей, теперь все это дело, так, 10-й, 11-й, скопируем, поменяем. Теперь у нас есть два квадрата. Добавим во втором бас. Бас начнем с 30. 30-й, погнали в бас. Ре. Фа. В 31-м продолжим. Ля. Ля. Слушаем вместе с басом. Select Start, B Start. Отлично. Копируем еще два. Смотрим, что меняем. Теперь сделаем небольшой разгон. Ну, во-первых, давайте бас в октаву пустим. Только не сразу. И в 33-м уже пустим. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Хотя ладно, еще рано. Вот видите, скидывает. 3, 2, 3. Также давайте здесь добавим бочку. Начнем 40-й и 41-й, чтобы сделать небольшой разгон. Так, 40-й. Как сделать кик? Есть три варианта. Либо на треугольнике с питчем, либо используя noise, либо используя встроенные сэмплы. Здесь есть два банка на нулевом и на первом инструменте. Возьмем на нулевом, бочку в сильную поставим. Так, а в 41-м уже и в сильную, и в слабую, и вообще много-много. Так, разгон сделали. Слушаем. Select Start сначала, B Start. Ну, где-то так, можно даже колошматить пораньше начать. Так, и добавим такие странный звук тома добавим. Продолжим писать нашу мелодию. Если основной квадрат у нас 10, 11, это наш аккомпанемент. Дальше нам нужен основной бас
Давайте сделаем новые. 35. Поехали в основной бас. Тут все просто, конечно же, бас в октаву. Так, и 36-й. На 2 такта. Копируем еще. Сразу 10, 11. 35-й остается. 36-й меняем. Здесь у нас будет ля. И затем до диез. Окей, теперь у нас есть квадрат полный. Теперь сделаем ритм. Тоже сделаем 2. Я всегда рекомендую делать больше и разнообразней ваши аранжировки. Погнали на сэмплах. Выбираем снейр, кик-драм. Делаем простенький рисунок. Вставляем тиков вместо хай-хетов. Так, в 43-м немножечко поменяем. Тики, ритм, мелодия. Хорошо послушаем наш квадрат. Так, Б, старт. Окей, теперь можем приступить к прописанию основной мелодии. Для начала только мы еще с 6 по 9 все это скопируем. Смотрим. 10, 11, 10, 11. Это наш аккомпанемент мелодии. 3, 5, 3, 6, 3, 5, 3, 7. 3, 5, 3, 6, 3, 5, 3, 7. Это наш бас-ритм. 42, 43 это наш ритм, драм-секция. Так, хорошо. Теперь делаем мелодию с 6. Возьмем 20, 21, 22, 23. Это первый квадрат. 24, 25, 26, 27. Это второй квадрат. И теперь погнали их прописывать. Тут важно что? Тут важно сразу указать другой инструмент, чтобы мы могли потом их настраивать. Если у нас аккомпанемент на нулевом, то основная мелодия у нас будет на первом. Поехали. 20, 21, 22. 23, 24, фа, 25, 26 и 27. Послушаем, где вступает второй инструмент. Окей, сейчас все звучит странно, потому что у нас один диапазон, одна высота тона у двух инструментов. И давайте приступим к настройкам инструментов. Нас все, в принципе, устраивает. Так, с 20-го появляется. Итак, погнали. Нулевой инструмент. Что у нас по таблице инструментов? Значит, атака decay — это первые параметры. Вторая строка sustain release. Третья gate time. Четвертая pitch table. Пятая duty table. И шестая aux. Здесь сразу много
жестко крутить не рекомендую, достаточно по чуть-чуть. Возьмем 8, 4, 4, 4. Возвращаемся в редактор паттернов, зажимая Select А, можно мьютить канал, Select B можно делать соло. Послушаем соло, Select Start, и мы его зациклим. И будем подстраивать. В duty таблице первое это шаг, второе это глубина. По большому счету у вас все, что связано с нулями, то и будет отвечать за ваш инструмент. Поэтому тыкайте, главное, сильно не задирайте. И методом экспериментов, а также потраченных человека часов, вы научитесь делать хороший звук. Теперь первый инструмент. Послушаем. Так, что-то покрутили, послушаем вместе. Вот так вроде хорошо. Ура, наконец-то! И теперь давайте послушаем, что получилось. Так, у нас сразу же бас куда-то делся. Давайте мы сделаем третий инструмент баса. Что можно сделать с треугольником. И послушаем теперь все вместе. Такая версия Gravity Falls у нас получилась, теперь это можно сохранить. Автоматически на флеш-картридже у вас все сохраняется в ROM, в память и на батарейку. Также на эмуляторах вы можете делать отдельные сейв-стейты и манипулировать своими сейвами с одной консольки на другую. По поводу записи с приставки можно через микшер спокойно RCA, если у вас нету других модов, записать все это в линию или использовать эмулятор и снять звук напрямую с вашей карты. Если вам понравился данный трекер и возможность писать музыку напрямую с приставки, с телевизором стареньким на дачу без компов, планшетов, гаджетов и телефонов, то обратите особое внимание на мануал, который находится в архиве. Там более подробная информация, а также технические данные. Подробно расписаны возможности лайв-исполнения, используя второй геймпад на реальной консоли. Также есть небольшие наработки по поводу синхронизации с другими гаджетами и музыкальными инструментами, если у вас есть моды, необходимые для этого. Благодарю всех, кто поддерживает меня в это непростое время на Бусти и даже на Патреоне, несмотря ни на что. Это очень важно. Я могу делать контент в текущих реалиях только благодаря вашей поддержке, зная, что кому-то этот контент нужен. Подписывайтесь на Boosty, там есть кнопочка «Поддержать», «Отслеживать», это бесплатно. Чем больше людей будет проявлять заинтересованность в контенте, тем больше времени я смогу на него уделять, не только отмахиваясь от реальности происходящего и всех этих бытовых социальных проблем. На этом все. Берегите себя и своих близких, пишите и слушайте только хорошую музыку. Пока-пока.